Ну что, поехали. Сейчас. Гораздо легче было проявляться. Иногда происходит вот этот вот коннект. Польза, польза, польза. И мне хочется вообще закрыть все соцсети, ничего не вести, ничего не выкладывать, потому что это трудно. На кого-то думаю, блин, какая красивая, я вот не такая красивая. Идеальный муж, идеальная ты, идеальная внешность, идеальные дети. Даже если на меня бы летел метеорит, ты должен был стоять здесь. Всем огромный привет, друзья. Добро пожаловать на мой канал. Меня здесь не было целый месяц. Мне нужен был вот такой вот перерыв, в особенности после моей поездки в Китай, откуда вышло целых 3 влога. Если вы их еще не смотрели, я оставляю где-нибудь здесь или здесь ссылку на мой плейлист с путешествиями, где вы можете посмотреть все 3 части. Нигде я столько не снимала. Я думаю, что кто был в Китае, со мной согласятся, что Китай — это родина контента. И там ты выглядишь странно, если ты ничего не снимаешь. Причем снимают люди абсолютно разных возрастов. Никто тебя не осуждает. Ты просто такой, какой ты есть, можешь проявляться и можешь быть собой. На эту тему я сегодня и хотела бы поговорить, потому что для меня самой эта тема сейчас актуальна как никогда. В течение месяца я, помимо того, что ничего не выкладывала на свой канал, я занималась наблюдением за собой, наблюдением за людьми и наблюдением вообще за тем, что происходит на данный момент в соцсетях. Сразу скажу честно, что для меня ведение соцсетей — это достаточно сложный процесс, потому что вспоминаю, когда я вела свой канал в другом возрасте, когда я была гораздо моложе, это было гораздо легче было проявляться, гораздо легче было выкладывать то, что ты считаешь нужным, а потом начинается вот это вот обрастание чужим мнением, какими-то своими внутренними сомнениями. Мои наблюдения за последний месяц взрастили во мне такую мысль, что мы забыли, каково это быть собой. То есть мы сейчас живем в такую эпоху копирования, когда люди имеют одинаковые эмоции, одинаковые мнения, одинаковые какие-то утренние или вечерние рутины, цели одинаковые, эстетика одинаковая, даже отпуска одинаковые, то есть все плюс-минус одно и то же. И получается, что мы не создаем свою жизнь, а собираем ее из чужих фрагментов. Не так давно я начала на YouTube натыкаться на такой формат видео. Я перестала вести Инстаграм. К чему это привело? Я перестала скроллить ленту, что мне это дало. И по сути, когда ты открываешь эти видео, причины у людей абсолютно одинаковые. Абсолютно одинаковые. Да, эти видео очень хорошо набирают просмотры, но это как раз-таки одна из причин, почему люди так делают. Алгоритмы награждают повторы, когда ты проявляешься, когда ты такой, какой ты есть. Чаще всего люди, которые отличаются, их общество, если одобряет, то точно не сразу. Когда ты копируешь, тебя сложнее осудить, но при этом увидеть тебя настоящего еще в разы сложнее. Если говорить вообще про алгоритмы, я к ним крайне негативно отношусь, потому что они-то как раз-таки и не дают человеку проявляться, потому что человек бы и хотел проявиться, он бы хотел показать себя таким, какой он есть, но он попадает в группу неактуальных, потому что прежде чем ты действительно проявишься и люди начнут тебя замечать, нужно пройти огромный путь, чтобы быть таким, какой ты есть. Поэтому многие YouTube-продюсеры говорят, что нужно сначала давать людям какую-то пользу, никто не будет вас смотреть просто потому, что вы есть. На самом деле это правда. Если так задуматься, почему другой человек должен смотреть мои видео. Но согласитесь, что иногда происходит вот этот вот коннект, происходит вот это вот чувство, что блин, человек мне понравился, я хочу его смотреть. Мне нравится вайб, мне нравится, как у него смонтировано это видео, мне нравится, как он говорит, мне нравится, как он выглядит, мне нравится, какая энергетика от него исходит. Но сейчас все заточено вот в точности да наоборот. Польза, польза, польза. Нужно быть актуальным, нужно быть в тренде, нужно быть модным, нужно быть каким-то, каким угодно, только не самим собой.
И лично меня это порой выбивает из колеи. Мне хочется вообще закрыть все соцсети, ничего не вести, ничего не выкладывать, потому что это трудно. Что мы вообще теряем? Мы теряем собственный вкус, мы теряем собственное мнение, мы теряем вообще самих себя, мы перестаем себя слышать, мы отвергаем свою уникальность, и мы просто становимся вот этой вот общей серой массой, когда быть цветным это как-то вредно, бесполезно, неактуально и так далее. И получается, что все люди одинаковые, люди выглядят одинаково, люди стесняются своей природной красоты, люди пытаются как-то себя перекроить, переделать, создать вот эту вот какую-то видимую красоту, чтобы человека приняли. Когда вы по-настоящему делали то, что вам нравится. Не кому-то другому, не потому что это модно, не потому что это актуально, не потому что это вот какой-то тренд, а просто потому что вам нравится. Напишите в комментариях. И знаете, по поводу актуальности и трендовости я как-то прочла такую фразу. Если вы не знаете, кто вы без социального одобрения, то вы уязвимы. Но если вы знаете, то никакие алгоритмы не смогут вас захватить. Порой люди думают, что если они ничего не выкладывают в соцсети, значит, жизни нет, все скучно, все неинтересно, и жизнь начинает происходить только тогда, когда мы что-то выкладываем в соцсеть. Но на самом деле вы продолжаете жить, вы продолжаете существовать, вы продолжаете быть такими, какие вы есть, даже когда никто не смотрит. Вы можете заниматься спортом не для того, чтобы кому-то показать, что вы занимаетесь спортом, а для себя, для своего здоровья, для своего какого-то хорошего самочувствия, высокого уровня энергии. Так же, как когда вы ухаживаете за собой, вы это делаете для себя в первую очередь. Не делайте это для вашего мужчины, не делайте это для людей, не делайте это для других женщин, которые могут там вас как-то осудить или заметить там ваш какой-то неровный цвет лица или что-то еще. То есть я настолько хочу, чтобы как можно больше было людей, которые просто такие, какие они есть. Им не нужно ничего переделывать, им не нужно ничего в себе перекраивать. Тоже бывают такие настроения, мне тоже бывает, что я смотрю на кого-то, думаю, блин, какая красивая, я вот не такая красивая. Но на самом деле нужно максимально стараться себя принимать, нужно не ждать вообще никаких одобрений внешних, просто жить. Просто делать то, что нравится, просто одеваться так, как нравится. И знаете, сейчас действительно мир, он перегружен вообще вот этими какими-то трендами, особенно в одежде. Если вспомнить вообще на моей памяти, какие вообще существовали тренды. Я помню, ну, я сейчас, наверное, буду говорить больше про Инстаграм. Когда вообще я только завела Инстаграм, была мода на выбеливание травы, то есть все зеленое, все яркое казалось чем-то не таким, то есть люди попросту на фотографиях уничтожали природу. Была эра фотошопа, все удалялось, добавлялись какие-то объекты. Вот эти вот фотографии с лавандовыми полями. В действительности, какие эти лавандовые поля на самом деле. То есть, конечно, там не такой вот лавандовый бум, как нам показывали на многих фотографиях. Природа такая, какая есть. Это мы уже с помощью фотошопа там создаем какую-то нереальную картинку, которая набирает много лайков и сохранений. Потом был тренд на идеальность, когда у тебя идеальная жизнь, у тебя идеальный муж, идеальная ты, идеальная внешность, идеальные дети, ты идеальная мама, все у тебя вообще идеально, ты все успеваешь и работать, и учиться, и детей воспитывать, и там какой-нибудь благотворительностью заниматься. Затем появился тренд на естественность. Я, честно говоря, не могу даже в точности описать свои чувства касаемо этого тренда. Очень много стало людей выкладывать свою фигуру такая, какая она есть, свой живот там после 5 родов, свой целлюлит на попе. Я не то чтобы к этому как-то негативно отношусь или это как-то противно, но для меня это все-таки личное. Очень лично. Потом появился тренд, опять-таки, на вот эту вот какую-то настоящесть, естественность и искренность, когда люди начинали рассказывать вообще все, как развелся, как женился, как там что-то случилось в жизни. И я помню, был какой-то бум, в какое бы время я не открыла соцсети, там все рыдают. Все рыдают. Ну, не знаю. Все-таки, мне кажется, есть какая-то private life. Ну, то есть, если есть тренд на естественность и на настоящесть, это нормально, если ты будешь показывать не все из своей жизни. Это абсолютно нормально. Потому что, когда ты показываешь все, для меня это, мне кажется, отсутствие вообще каких бы то ни было границ, для меня это непонятно и сложно. Потом появился тренд, когда просто начинали люди выкладывать
просто какой-то сущий бред. Сейчас, наверное, да, вот этот вот набирает оборот, когда какой бы бред ты ни выставил, ты будешь в тренде. Потому что, мне кажется, люди уже настолько отвыкли от какой-то красоты, от какой-то замедленности. В общем, какой из всего этого я бы хотела сделать вывод? Друзья, давайте мы просто будем жить, будем собой и будем, наверное, распространять в соцсетях какую-то доброту, позитив, настоящесть и реальную жизнь. Я сейчас расскажу вам из своего личного примера. Это было в марте. В общем, на мой день рождения у меня было такое вот желание выйти на пирс. Напротив очень красивые горы, и мне хотелось вот с таким видом задуть свою первую свечу. И когда мы спустились прям вот к воде, ветер, он просто не позволял мне задуть эту свечу самостоятельно. Свеча наконец-то разгорается, снимаем этот дубль. Это был самый первый дубль, самый первый. Потом мне показалось, что, наверное, надо как-то по-другому, я хочу повернуться по-другому, я там хочу как-нибудь там посмеяться, улыбнуться и так далее. И я просто стою, я уже там все пальцы себе подпалила этой зажигалкой, и ничего не получается. У меня прям уже такой психоз начинается, меня уже начинает это все раздражать. И я подумала, у меня день рождения. В данный прям момент, в данную секунду самый главный день в году для меня. Я обожаю свой день рождения. Зачем? Ради чего и ради кого я трачу столько энергии, эмоций и своего какого-то внутреннего состояния? Зачем вообще я это делаю? Для чего? Почему? Ради кого? Ради чего? Все. То есть момент ушел. Вот как сняла, так и сняла. И я выложила это видео. Мне очень это нравится, потому что я там вот такая, какая я есть. Вот как получилось, так и сняла. Вот и все. И в этот день я захожу в Инстаграм, начинаю, значит, отвечать на поздравления, и мне попадается несколько роликов подряд с похожими ситуациями, когда девушка хочет что-то снять, там ее парень снимает. В одном видео было, где девушка прям наругалась на парня, она прям его там отчитала, руки у него не с того места, короче, мне было жалко парня. Второе было видео, где девушка говорит своему парню: даже если на меня бы летел метеорит, ты должен был стоять здесь. Здесь и нигде иначе, только здесь, в этой точке. То есть, понимаете, насколько люди сходят с ума ради контента, господи. И я пересмотрела вот это свое видео, снятое с первого дубля, думаю, вау, вот он, идеальный момент. Вот это и есть реальная жизнь, когда ты просто выложил то, что ты выложил, то, что ты снял с первого дубля. Все, больше не нужно ничего. Я буду очень благодарна за обратную связь, если вы что-нибудь напишите в комментариях, расскажете свою историю, поделитесь своим мнением. Может быть, у вас есть какие-то тоже из жизни истории, которые вам запомнились, связанные с соцсетями. Может быть, у вас пришли какие-то осознания, может быть, вы тоже сделали какие-то выводы, или у вас сейчас тоже какой-то момент тишины. Сейчас, наверное, как никогда хочется проявляться и, наверное, быть цветным в этом порой черно-белом мире. Вот, все, увидимся в следующем видео. Пока!